Здравствуйте, друзья! Как ваши дела? In today's video we are going to talk about dreams and desires. I'll explain you the difference between these two terms and I'll tell you what Russians dream about. For those of you who might not know, my name is Natalie and this is Natalie Practical Russian. I'm currently teaching Russian to foreigners and also I wrote a book with useful Russian phrases. You can get it for free by clicking the link in the description box. Okay? I suggest you listen to different topics in Russian to improve your language. This is a Russian listening lesson to help you learn new expressions. English and Russian subtitles are available as usual. And please answer my questions at the end of this video. And now, let's go! Сегодня я хочу поговорить с вами на тему мечты и желания. Что хотят люди, о чем мечтают люди. Я заметила, что люди боятся говорить о своих желаниях. Да, люди знают, что они хотят купить в ближайшем будущем, но они совсем не знают, где и как они хотят жить через 10-20 лет, например. Я часто спрашиваю людей, что они хотят в будущем, как они видят свое будущее, и они начинают думать в этот момент. Я предполагаю, что есть две причины, почему люди не готовы отвечать на эти вопросы. Первая причина – люди реально не знают, что они хотят, и я понимаю почему. В современном мире у людей нет времени, чтобы думать об этом. И вторая причина – люди часто стесняются говорить о своих желаниях вслух. Например, что они хотят жить в большом доме или переехать за границу. Хорошо ли мечтать? Мое мнение – да, определенно. Сначала мы мечтаем о чем-то нереальном, потом мы начинаем хотеть это по-настоящему. Таким образом, мечты становятся желаниями. И если написать план, как достигнуть желаемое, то это будет уже цель. Только что я объяснила вам, чем мечта отличается от цели. Что такое мечта? Мечта – это идеальный образ, который мы рисуем в воображении. Например, я представляю в своей голове, что я живу в красивом доме на пляже на берегу моря. Это моя мечта. Желание – это обычно то, что человек хочет получить здесь и сейчас. Например, я хочу себе новое платье. И я могу купить новое платье сейчас. Это мое желание. К сожалению, дом на пляже сейчас я купить не могу. Цель – это то, что человек решил, что ему нужно. Например, я решила, что мне нужна машина в будущем. Это моя цель. Я считаю, сколько лет мне надо работать, чтобы купить машину. Я пишу план и следую плану. В итоге я покупаю машину. Почему полезно мечтать? Почему нам надо мечтать? Если сегодня ты расстроен, ты понимаешь, что ты недоволен своей жизнью, ты можешь помечтать о чем-то хорошем. И таким способом ты снимаешь стресс, и ты чувствуешь себя лучше. Также мечта мотивирует к новым действиям, и часто мечта помогает пережить трудные ситуации в жизни. О чем мечтают русские люди? Как ни странно, русские люди не мечтают о яхте, о большом доме или о славе, стать знаменитым. Русские люди мечтают о счастье в личной жизни,
найти хорошую работу, иметь достаточно денег для нормальной жизни. Русские люди мечтают о банальных жизненных вещах. Номер 1. Русские люди мечтают купить квартиру. Это, наверное, самая популярная мечта среди русских людей. Она особенно актуальна в небольших городах России, потому что купить даже небольшую квартиру – это действительно сложно для людей в разных регионах России. Поэтому они мечтают о квартире, чтобы жить немного комфортнее. Номер 2. Русские люди мечтают ездить в отпуск. В 2019 году, 1 год назад, 8% русских людей ездили за границу и 11% русских людей путешествовали по России. Остальные люди отдыхали дома или на даче. И 10% из этих людей путешествовали в кредит. Это значит, они брали кредит на поездку. Ездить в отпуск для русских людей, для многих русских людей, это мечта. Номер 3. Русские люди мечтают купить машину. В России есть странный культ личного автомобиля. Если у тебя есть машина, это значит, ты богат. Многие русские люди покупают машины в кредит. Но все-таки иметь машину – это не дешевое удовольствие. И для многих русских людей это остается мечтой. Номер 4. Русские люди мечтают поменять работу. Многие люди работают на нелюбимой работе, и у них нет возможности поменять работу, потому что у них нет достаточно средств, денег. Утром они идут в офис и мечтают, например, иметь свой бизнес, свое кафе и работать в этом кафе. Или другой пример, они мечтают рисовать картины и участвовать в выставках. Да, многие люди не могут позволить себе это. Как я сказала, поменять работу не так легко, поэтому люди мечтают об этом. Конечно же, у всех людей в мире похожие желания. Мы все хотим иметь семью, детей, хорошую работу, хорошую машину, и это нормально. Мы все хотим жить лучше, мы все мечтаем о хорошей жизни. Давайте стремиться к этому. Спасибо, что посмотрели это видео. Was this useful? I hope so. Pay attention. I was talking about Russian people. I asked Russians about their dreams. Perhaps the situation is different in other countries. And now I have questions. Что вы хотите? О чем вы мечтаете? Please push the pause button and come up a few sentences with simple structure. Here are my dreams. Я хочу жить в Европе. Я хотела бы путешествовать по Америке. Я мечтаю, что я буду жить в доме на пляже. And now give your examples, okay? Let me remind that I have free material with Russian phrases. If interested, just click on the link below and subscribe to my email. I'll be glad to send it to you. Oh, I forgot to say, the word dream has two meanings in Russian. Мечта and сон. In my next video, I'll tell you a few tips on how to sleep comfortably. By watching this video, you will learn the word dream, which means сон. See you over there. Увидимся. Пока-пока.